Всем привет! С вами девчонки Лис. И сегодня мы отправляемся в зимнее путешествие по Чернобыльской зоне отчуждения. В этом видео мы покажем вам заброшенное село Залесье, разыщем могилы Навальных, заглянем в сельский клуб и магазин. Обязательно смотрите до конца, будет очень интересно. Так, друзья, мы пробираемся где-то возле Залесья. Скорее всего, это территория какого-то колхоза. Карта сейчас плохо подгружает. Такое здание здесь непонятное. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Вот, и потом дальше двинем на территорию уже самого села и заглянем на кладбище. Закрывай двери. Ну да, судя по обстановке, какой-то птичник. Или, не знаю, свинарник. Дом находится прямо возле дороги. Даже слышно, как машины ездят. Здесь так довольно опасно, но в эту часть села вообще обычно никто не заглядывает, поэтому надеемся, что останемся незамеченными. Вот так вот это все выглядит. А вот там уже дорога. Сейчас мы выйдем с обратной стороны и пойдем уже в сторону села. И, кстати, сталкера здесь тоже останавливаются. Смотрите, бутылки есть. Вон. Свинячат. Ну вот мы вышли из этого домика. С этой стороны безопасно. Здесь почти не видно нас. Такая красота на улице. Но ночью было очень холодно. Где-то -6, наверное. Сейчас уже солнце встало и потеплее. Сейчас будем искать какую-то хату, чтобы обогреться там и отдохнуть. Ну а вот колхоз уже начался. Сейчас заглянем внутрь, посмотрим, что там. Ну, абсолютно обыкновенное здание, типичное. Что за живность здесь содержали, непонятно. На полу, кстати, вот остатки овса, смотрите. А может, это был склад, кстати, зерновой. Такой тоже может быть. А тут наши любимые какахи лошадей Пржевальского. Какая-то лошадка сюда на ночевку зашла. Ну вот, а этот за забором уже начинается кладбище села Залесье. Туда мы тоже пойдем. Так, а это уже
Сам коровник, наверное. Такие кормушечки. Посмотрите, как интересно. По таким рельсам ездила. О, она еще и ездит. Вот так возили, насыпали корм коровкам или свинкам. Кто здесь содержался, как вы думаете? Если кто-то в курсе, пишите, кто вот в таких типичных амбарах содержался. Ну, похоже, что коровки. Вот там дальше желоб, сток для какашек. Это кормушки. И, кстати, здесь даже и поилки были, потому что, видите, трубы проведены, скорее всего, для воды. Это очень значительно упрощало жизнь работникам этого колхоза. А тут уже все, совершился обвал. Тюк соломы, нетронутый. Ну, а здесь такое же приспособление. Сюда что-то подцепляли. Может, сено, может, солому. И возили. Может, такую же тачечку. А пока Светлана гуляет по коровникам, я вам покажу этот колхоз и само село Залесье с высоты. Залесье – село очень древнее, с богатой историей. Отсюда почти 300 лет назад восставшие крестьяне-гайданаки ходили бить польскую шляхту. До аварии на Чернобыльской АЭС Залесье относилось к Чернобыльскому району Киевской области. Село расположено неподалеку от города Чернобыль, около 4 километров или в 10 минутах ходьбы. Сельсовет села Залесье включал в себя села Заполье, Ивановка и Новоселки. Также в Залесье был крупный колхозный центр «Дружба». В южной части села располагались завод по переработке льна и животноводческий комплекс. Также к селу примыкали поля, которые засевали кормовыми культурами. Население до Чернобыльской катастрофы насчитывало 3062 человека. В селе размещались средняя школа, дом культуры, библиотека, родильный дом. Вследствие сильного радиоактивного загрязнения население было переселено в село Новое Залесье Бородянского района 4 мая 1986 года. После аварии здесь располагалась экспериментальная пасека. Вообще, экспериментальная пасека берет свое начало в середине 90-х годов, когда она размещалась в городе Припять. Позже, на фоне сокращения финансирования, пасеку в начале 2000-х годов перенесли в село Залесье. Для этого выбрали один из покинутых дворов, а дом обустроили под лабораторию. Но за несколько дней отсутствия ученых пасеку разграбили мародеры, унесли все, начиная от ульев и инвентаря и заканчивая белыми халатами ученых. В Залесье к 2015 году проживал самосел Розалия Атрошко, которая во время жизни села была учительницей русского и украинского языков. К ней частенько наведывались туристы, лесники, милиционеры, которые привозили продукты и делились новостями. В конце 2015 года Розалия умерла. В данный момент в селе размещается действующая база лесников, которые следят за природным состоянием территории зоны отчуждения. Сейчас село Залесье – призрак. Полуразрушенные разграбленные дома, сараи и сгнившие заборы. Многие посетители зоны, проезжая через это село, попросту не замечают его из-за зеленого буйства деревьев и кустарников.
Друзья, не знаю, слышно ли вам? Машина едет. Единственное, что нас спасает, это то, что здесь такой лесок, нас отсюда не видно. И сюда вообще практически никто не ходит. Ну вот мы уже почти подошли к кладбищу. Кладбище огромное. И вот мы с вами сколько уже кладбищ посещали. Это такое ухоженное. Самое ухоженное, наверное, в зоне. Да, смотрите. Ткаченко. Интересно, чем известна эта женщина. Такой у нее самый ухоженный могилка. Ну что, сейчас будем искать. Разделимся с Людмилой, чтобы быстрее найти. Все нам, наверное, не обойти. Оно огромное реально. Потому что и седло огромное. Но единственный плюс того, что сейчас зима, это мало растительности. Ноги, конечно, мокрые, снег, но растительности реально мало. Янка. Бабич. Целое семейство. Здесь еще очень много вот таких старых крестиков и крестиков, которые уже лежат на земле, которые подгнили. Но новые захоронения тоже есть. И очень много ухоженных могилок по сравнению со всеми остальными кладбищами, где мы были. Наверное, самое популярное село на гробки, когда сюда приезжаю. Еще, конечно, трудно найти, потому что некоторые старые крестики, надписи стерлись, но это из-за того, что здесь есть из нового, все постараемся обойти. Посмотрите, Навальный, Павел Ануфриевич и Навальная, Ирина Евдокимовна. В 2006 умерла, в 1922 родилась. Посмотрите, Навальный Павел Ануфриевич 22.01.86 умер. Это, друзья, это небывалая удача так быстро найти эти могилы. Но дело в том, что здесь достаточно много Навальных было, как говорят. Может быть, это и не те. Надо посмотреть в интернете. А вот маленькие. Наверное, детские. Вот, друзья, ну мы почти все кладбище обошли. И вот это реально могилки Навальных. Выглядят они ухоженно очень. Ирина Евдокимовна. Навальный Павел Ануфриевич.
скорее всего, это действительно родственники Алексея Навального. Сейчас еще чуть-чуть здесь побродим и пойдем. Залесье уже совсем впереди. Нам надо будет перебраться через овражек, и мы уже будем в селе. Ну вот и кладбищу конец. Обошли все. В принципе, нашли только вот эти 2 могилы Навальных. Больше что-то не попалось. Хотя почти все обошли. Но на некоторых крестах там ничего не разобрать уже. Ну вот, скорее всего, да. Действительно родственники Навального. Ну а дальше мы уже держим путь в само село. Оно у нас находится прямо вот за этим овражиком. И тут есть такая звериная тропка. По ней мы и пойдем. Машина! Прячемся! Ну все, друзья, машина проехала. Топаем дальше, быстрее уже будем скрываться. Место открытое. Здесь пока можно... Никого нет. Можно перелезть. Опять кушари. Ну хорошо, хоть какая-то тропка имеется. Сейчас залезем на пригорочек. Хорошо, воды нету. Ну все, вот и первый дом. Села Залесье. Наконец-то, Господи. Фу. Ходим звериными тропками. Все заросло. Сараи стоят. И следы животных. Там домишко какой-то. Хорошо сохранившийся. Покосившийся, но стекла еще есть. Такое село Залесье. Даже забор еще сохранился.
какое-то обозначение. Очень интересно. Очень хорошо сохранившийся дом за забором. Какой хороший домик. Только пол гнилой. Чуть-чуть протекает. Дом очень классный. Практически сухой. Тут есть и печка. Такая для готовки. И вот такая для отопления. Но жаль, уже разобран. Здесь, к сожалению, протечка. Проводку кто-то повыдирал. Но с виду очень неплохой. Да и вот эта комната вообще в идеальном состоянии. Ладно, пойдем дальше, поищем что-нибудь еще. Магазин села Залесье. Друзья, вы слышите? Блядь, надо быстрее валить отсюда. Короче, друзья, мы думали, что здесь никого нет. А тут все Залесье. Все Залесье просто в группах. Сейчас суббота. И у нас просто засада. Будем теперь сидеть здесь и ждать.